Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов. Канал Дзен, канал YouTube, канал Рутюб и сообщество ВКонтакте. Я есть везде. Рыбалка без дураков. Сегодня будем снимать видео для магазина spinningline.ru. Сейчас посмотрим, все ли приехало. Там немного, но интересно. По требованию магазина к оформлению видео показываю фирменную упаковку. Я вам показываю то, что там приехало. Не так уж и много. Увы и ах. Цены растут, а покупать что-нибудь все-таки хочется к сезону, поэтому немножко, но купил. Так, две блесны от Profilux, один воблер от Prox, вон там написано. Так, и две блесны Lucris, испанцы. Я такие у них не брал ни разу, одну взял желтую, одну белую, но сейчас мы их будем смотреть. Так, такие воблеры у меня есть. К сожалению, в том виде, в котором они приходят, ловить ими невозможно, они заваливаются. Если только в тихой воде, наверное, потому что на речке я пробовал, бесполезняк. Сделано аккуратно, выглядит прикольно, крючки отличные, что-то я не догоняю, почему они не работают. Скорее всего, придется их догрузить. Упаковка выглядит следующим образом. Голограмм люз. Что тут голограмм, непонятно, но глаза только если. Потому что окраски бывают у них разные, но здесь вот все качественно, но почему-то вот не пошли пока. Попробую еще дать им шанс. Так. Где-то у меня линейка пропала, ну ладно. Придется по этой линейке размеры определять. Вот так вот посмотрите. Сейчас я сдвину. То есть получается у нас 5 сантиметров, 5,5 сантиметров вместе с лопатой. Потенциально неплохой, аккуратный кренк, а вот в оригинале что-то совсем не едет. Так, 4 грамма, ну там без 3,8, 3,9, ну в общем 4 скорее всего имелось в виду. Так, это одна приманка. Так, модель называется как? Здесь ничего не написано. Написано Власон. Так, а-ля Blue Fox сделаны. Даже лепесток примерно такой. В общем, похож вообще-то на комету, конечно. Ну и там примерно то же самое. С грузиком-колокольчиком. Я брал специально яркие, потому что было любопытно, как это работает. Крючки хорошие, у Люкриса со сборкой проблем никаких я не вижу. Иногда, правда, все равно блесны закручивает. Но здесь довольно массивный грузик, наверное, все-таки у них должно получиться. Сейчас я, если найду еще, у меня где-то был магнит. Так, проверим, не магнитятся ли лепестки. По идее, не должны. Хочу сказать, вообще, ну да, вообще не магнитится. То есть все-таки получается из цветного металла сделано, что должно неплохо сказаться как раз на закручивании, вернее, на его отсутствии. Но это уже будет видно на реке. Так, ну вообще блесны, обе мне понравились. Специально взял парочку. Заводится с полпинка. Так. Никаких как длинных усов, которые надо подрезать на петле, нету. Все очень аккуратно и нормально. Еще смотрите, я не знаю, видно, у них дужка сделана из пластинки, но усиленной, то есть у нее ребро жесткости есть. Плюс еще защита от перехлеста лепестка, то есть чтобы он не перебрасывался далеко. Вот здесь такие два штырька торчат. Так что все по уму. Так, что с весом? Так, единицы, вес не заявлен никак. 3,7, довольно увесистые. 3,7, повторяемость высокая. Так,
То есть с качеством изготовления проблем нет от слова совсем. Так, профилюкс, насколько я знаю, российский, да, он сделан в России, заявлен про 5 грамм. Вообще большинство из них совершенно какого-то дикой расцветки, но это хоть более-менее сделано. Взял, то есть здесь производят... О, они еще две разные, по-моему, заказывают. Я по-моему, две одинаковые заказывал. Двушки. Ну ладно, не суть. Хотел-то вроде я две одинаковых. Так, там были вообще на фото очень яркие оранжевые бусины, почему и взял. В результате здесь приехало розовые почти и две зеленые. Ну, первое, получается, знакомство благодаря spinningline.ru так себе получилось. Интересно, лепесток двойка, да, аглия, ну не аглия лонг примерно, то есть ливовый лист. Но, во-первых, рисунок нанесен, и во-вторых, лепесток матовый. А в-третьих, видите, он тоже не магнитится. Дужка здесь попроще, из проволоки. Грузика, в принципе, достаточно. Ну и яркие бусины прилагаются. Ну, ладно, будет в ассортименте. Весна незнакомая, так же, как и эти. Видите, я взял двух разных цветов. А здесь два разных цвета с бусины. Может, наоборот, лучше будет. Поставляются на вот такой картонной подложке. Интересно, что в качестве связи сотовый телефон указан. И почта на Яндексе. То есть, как бы нам говорит, что контора-то не шибко большая. Ранее блесны вообще диковато смотрели. Сейчас у них ассортимент блесен довольно большой. Ну вот видите, я уже говорю, сподобился все-таки одну купить. Одного вида. Так, крючки острые, хорошие. Мушка, ну не мушка, в смысле кисточка. А вот я так и не понял, проклеена или нет. Попытка, наверное, была проклеить. Надо проклеить обязательно под эту намотку, иначе все это, во-первых, вылезет, во-вторых, развяжется 100%, потому что что-то вроде искусственного шелка, черная нитка, она еще и гладкая. Поэтому, чтобы уж не терять опушку тройника, желательно ее будет все-таки подкрасить, подклеить. Так. Довольно странно, что груз получается распределен сильно, и основной вес в середине, а не в конце. То есть как оно лететь будет, непонятно, потому что велика вероятность, что кувыркаться будет больше, чем хотелось бы. То есть большой дальности какой-то не получится, а при массивном лепестке еще и закручивать будет. Но надо проверить, это мои догадки, ну по опыту, правда. Так, 5 грамм заявлено. 4,7. По мне так лучше не догружайте, чем перегружаете. 4,7. Высокая повторяемость. 4,8. Ну, примерно. Все-таки довольно высокая повторяемость. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Косяк, по-моему, все-таки спиннинглайна, что и на фотографии более яркие бусины получились, еще и два цвета. Я еще посмотрю, может, конечно, я забыл, потому что собирают очень долго. Две или разных, но, по-моему, две одинаковых было в заказе. Ну ладно, для ассортимента пойдет. Иногда хочется дать шанс нашим производителям. Где расположено, написано, они интересно, нет? Город. 20 лет производят. Так. Сделано в России и все. Ну, это поискать можно. Вот их сайт profilux.pro. Так, поэтому, ну, довольно попугайские в основном блесны. Но вот две все-таки взял, решил попробовать. Попробуем. Что там, когда сезон будет. Не зимой же их в воду швырять. Так, вот такая небольшая покупочка. Все нужное. Все, всем пока.